Известны ли вам планы на будущее? И можете ли вы о них говорить? Мои? Да, я имею в виду инвестиции, как они сейчас? Они растут, да, там строительство растет, все как бы в росте 5, 8, 7%, 10 даже некоторые отрасли. Вот, этот год идет темпом 5%. Мало. Ну, было больше, согласен. Ой, я вам опять Ну вот для России это просто... приведу пример, не пример, вернее, то, что говорил об этом Каха Бендукидзе. Каха Бендукидзе говорил следующее. Погромче, пожалуйста. Ребята, если вы хотите, чтобы у нас была страна, которая входит в тридцатку, в двадцатку ведущих стран мира, тогда у нас должен быть рост двузначный. Но... 10-15%, и чем выше, тем лучше. Если вы хотите, чтобы у нас была страна, которая была более или менее нормальна. Не в двадцатке с ведущих стран мира, но более или менее нормальна. У нас должен быть рост 7-8%. Если вы хотите, чтобы мы оставались в том же дерьме, в котором мы сейчас находимся, у нас будет рост. При росте 5-8% мы останемся в том же дерьме. А если у нас будет рост меньше 2%, у нас просто не будет. Вот смотрите, вот то, что вы говорите, 5%, Да это мы остаемся в дерьме. Я понимаю, что это мало на самом деле. Не перебивай, Саш, ну просто... Не, нормально. Но, Нормально, это живой разговор. Я понимаю, о чем вы говорите, но когда у нас в десятые годы, не 10-е, до 10-го года рост в России был 10%, да? Никогда. Да, было. Ребят, вы не путайте. Давайте Но, так, тем не менее, он был высокий, хорошо. Он был Здесь высокий, но дело не в этом. Дело не в этом. За счет чего Сейчас нам мечтать нельзя о 3-5%. И, конечно, здесь я уже как бы и этому готов радоваться. А давайте так. За счет чего был рост в России? Если мы про Россию говорим, за счет чего был рост? Ну там-то понятно, что это... За счет цен на нефть, правильно? Да. За счет сверхприбыли, которые получены были с природной рентой. На самом деле, кстати, и эта сверхприбыль не была бы конвертирована в этот рост, если бы не те экономические реформы, которые были проведены при раннем Путине. Да. То есть тот же Касьянов, Там росли все отрасли, они же провели, так они росли за счет чего? За счет того, что деньги появились. Было чем финансировать этот рост. То есть и А, и Б, и все буквы алфавита сидели на трубе. Ну да. Но в силу того, что они сидели на трубе, у них появились деньги, и, соответственно, значит, те экономические реформы, тоже снижение налогов, тоже упрощение администрирования и так далее. Я хорошо помню Россию 90-х. Это же был кошмар, в принципе, в плане экономики, я имею в виду, в плане экономического регулирования и так далее. То есть еще вот эти все остатки коммунизма, они там и были, фактически вычистили их в эпоху раннего Путина. И вот поэтому и был рост. То есть, вот, смотрите, реформы вот эти совпали с началом роста цен на нефть. Что получилось потом? Потом получилось, что где-то с 2000, ну, вообще классически считается с 2007, ну, Ходорковский как бы считать, не считать, кто-то считает Ходорковского вообще то, что просто взяли и убрали олигарха и так далее. Тут тоже вопрос такой вкуса. Но если брать во внешней политике, это 2007 год, это Мюнхенская речь. Да, вот с нее все и двинулось. Зачем? В 2006 году осень это уже обострение с Грузией. Это уже экономическая блокада Грузии. Я думаю, что все началось даже с Беслана. В Беслане у Путина что-то щелкнуло. И вот после этого. Но вот после этого идет заворачивание гаек, но за счет того, что природная рента была достаточно высокая, и она остается, кстати, до сих пор высокой. Она и сейчас высокая. Ухудшение было отложено. Ухудшение, да, было отложено. Какие вы сейчас видите все-таки перспективы на развитие Грузии, на развитие Батуми? Вы знаете, как, вот смотрите, для того, чтобы развивалось что-то, нужны две базовые вещи. Первая вещь – это развитая инфраструктура, и вторая – это хороший бизнес-климат. Хороший бизнес-климат, думаю, не стоит расшифровывать, да? То есть низкие налоги, легкость администрирования и так далее. То же самое, что с инфраструктурой, интернет и так далее. Но понимаете, в чем дело? У всего есть свой объем. То есть вот
была создана инфраструктура. Я не знаю, вы были тогда в Батуми или нет? Нет, я в Батуми нахожусь пятый месяц вот только. когда весь город перерыли и Мне рассказывали. заменили все и так Сплошная далее. стройка была. Это, смотрите, была создана инфраструктура. На базе этой инфраструктуры и нормального бизнес-климата, то есть отсутствие госрегулирования, не отсутствие, вернее, а низкого уровня госрегулирования и достаточно легкости администрирования, начался определенный рост. Вот он почему. Потому что вот эти два компонента там есть. Да? В других местах в Грузии они есть в гораздо меньшей степени или их нет. А в Тбилиси? Тбилиси это столица, само собой, оно притягивает Ну все. да. То есть Грузия в этом плане вообще такой головастик, потому что 1/3 населения живет в Тбилиси, экономическая активность главная в Тбилиси и так далее. Поэтому всегда шел разговор о том, что, ребята, давайте, децентрализация она не происходит по указке сверху. То есть, грубо говоря, я считаю это немножко наивными попытки перенести там парламент Кутаиси, Верховный суд в Батуми это децентрализацией назвать, и поэтому будут развиваться регионы. Не будут поэтому развиваться регионы. Ведь на самом деле то, что стерлась разница между деревней и городом, например, на том же Западе, в старой Европе или в Штатах. Почему? Потому что просто в деревне та же инфраструктура, что и в городе. Все Да. то же самое. Поэтому в силу этого вот до определенного объема, насколько хватит этой инфраструктуры, насколько она ее вынесет, и насколько не будут давить этими госрегуляциями. Потому что мы видим, что они не случайно входят в социнтерны. Ну, то есть есть Да. еще сейчас Они задел вводят эти для госрегуляции. развития, да? Есть задел, если не будут им мешать. Командные высоты экономики, командные высоты, я имею в виду, там большие бизнесы, они всегда в Грузии находились под контролем власти, сейчас находятся, и никто не отдаст. А вот что касается кадастрового поселка на 1 гектар, там каких-то туристических вещей, каких-то, в общем, такого по-настоящему среднего бизнеса. То есть не то, что мы малые и средние бизнесы, туда сразу же магазины все включим и эти самые будки. Нет, по-настоящему среднего бизнеса, да, средний бизнес, он вполне может развиваться, но опять-таки у нас никогда не было третьего компонента, независимого суда. Несмотря на то, что суд, в сущности, не было нареканий по поводу того, что суд, он не защищал, в споре двух частных лиц, не принимал неверные решения. Чаще всего он принимает верные решения, это в самых вопиющих случаях. А насколько он независимый? Мы не защищены от государства. Вот что плохо. То есть в споре двух субъектов, и когда тип, частное лицо, ссорится с другим и идет искать защиты у государства, но не у государства как юридического института, а у государства как какого-то чиновника, если он вмешается, вот уже тут начинается такое. То есть если бы у нас была бы система, кстати, об этом шли разговоры вот на уровне блогеров, на уровне аналитиков, в том же этом самом клубе Бендукидзе был такой клуб Нали Подкова. В свое время еще когда националы были у власти, там собирались либертариански настроенные люди, которые в принципе многие даже были и на госдолжностях, и нещадно критиковали то самое правительство. То есть это было, что типа того, ничего не можем сделать, не получается продвинуть вот эту идею. Но вот говорили о том, что, ребята, как бы вот это все взять и ликвидировать вторую и третью инстанцию сюда и перенести в Британию. Все, ребята. Вот, то есть здесь первая инстанция, вторая, третья инстанция в Британии. Или В России, да, было бы... в России есть идея импорта правосудия, а здесь речь идет об экспорте. Об экспорте однозначно. Нет, в России я даже знаю, куда импорта правосудия. Я предполагаю, сюда тоже.